Любовь, Да. в связи с предыдущим видео возник вопрос, а что конкретно нужно делать, какие-то шаги предпринимать в 2021 году? Ага. Ну и хорошо. Хорошо, что есть вопросы. У нас такая рубрика новая открывается, да, вопрос-ответ. Значит, во-первых, как я уже сказала в предыдущем видео, это будет год великих свершений, великих событий. Почему? Потому что энергии в мире огромное количество, и из-за того, что в прошлом году, в 2020 году, мы с вами как бы очень так затихли и никуда особо не тратили энергии, то, соответственно, ее накопилось настолько много, что ее надо очень мудро потратить. Согласитесь, вот представьте, у вас огромная сумма денег, и как-то жалко ее тратить впустую, правильно? Соответственно, куда надо вкладывать энергию в первую очередь? В первую очередь мы вкладываем энергию в себя. В себя. Запомните раз и навсегда. Значит, когда у вас есть какие-то нереализованные планы жизненные, то первое, что вы делаете, вы тратите энергию на эту реализацию. А когда у вас все, что вы хотели, свершилось, и у вас осталась еще энергия, потратьте ее на кого-то. Исключение составляют это так называемые дела добрые, когда вы чем-то жертвуете, когда жизненно необходимо кого-то спасать. Опять же, как я тоже когда-то очень давно говорила, все это делается только с разрешения свыше. Прежде чем бежать кого-то спасать или кому-то что-то делать, вы должны спросить разрешение свыше. Ребята, а можно мне кого-то спасти? И когда вам говорят, на себя посмотри, а потом уже будешь спасать, то в этом случае вы помните, все, что вы накопили, вы должны вложить в себя. Что такое вы? Вы – это непосредственно физически вы и все ваши близкие люди. И все те люди, которых вам прислали в этой жизни свыше в ваше окружение. Это ваши дети, это ваши близкие друзья. Ой, хочу приоткрыть маленькую тайну, которую вообще многие очень знают, что иногда мы целыми семьями приходим из вечности сюда жить в немножечко других вариантах. Например, в предыдущей где-то жизни, в реинкарнации, да, человек был вам, например, братом, а сейчас он ваш папа. Потому что в качестве вашего брата он не выполнил то, что должен был сделать. Или, например, я знаю одну девушку, человек, который был ее отцом, он не выполнил свое предназначение, он не позаботился о ней как о дочери, и в этой жизни они пришли как муж и жена. Вот это очень странная как бы такая вариация. Поэтому, чтобы в следующем году вам не потерять ни капельки вашей энергии в 2021, да, значит, что вы делаете? Вы по максимуму, пожалуйста, выполните свои кармические обязательства. Вы слушаете себя. Например, у вас есть такое чувство, что вот я в этом году хочу позаботиться об этом человеке, но у меня что-то вот дела, и вы все это откладываете на потом. Спросите разрешение свыше за разъяснениями. Почему этот человек постоянно приходит ко мне в голову? Почему он из моей головы на 5 минут, что говорится, покурить не выходит, да? Значит, это может быть ваш близкий человек, в вашей семье, это может быть ваш родственник. У вас постоянно какая-то вот посреди ваших дел вдруг возникает идея, вот мне что-то нужно этому человеку. Остановитесь, спросите, вам будет дано в качестве какой-то, может быть, идеи навязчивой, да, или если вы достаточно уже открыты, то вы будете чувствовать, что вам нужно сделать, да, для этого человека. Если вдруг вы живете в потоке, то вы будете точно знать, что надо делать. У вас прям картинки будут перед глазами мелькать. То есть по максимуму выполняем свои предназначения кармические, родственные. Почему? Потому что в этом жизни мы живем для того, чтобы уйти из этой жизни еще лучшими и совершенными существами.
чему-то научившись, пройдя свой естественный вот такой вот жизненный путь здесь на Земле. Соответственно, следующий год посвятите внимательному отношению к близким. Помним, да, первое, это значит мы все тратим на себя для того, чтобы мы сами стали лучше. Второе, мы посвящаем своим близким, именно тем, кто вам приходит постоянно, вот как такое ощущение, вот мне нужно позаботиться об этом человеке, мне нужно что-то сделать для этого человека. Почему? Потому что, возможно, сделав это, у вас наступит следующий этап. Вам что-то нужно сделать для более далеких от вас людей, но которые тоже в конечном итоге, когда вы вернетесь в вечность, окажутся вашими самыми ближайшими родственниками. Соответственно, когда я работаю с людьми, очень часто я сталкиваюсь с одной самой большой проблемой. Люди не умеют ценить и уважать других людей в принципе. Что это значит? Значит, мы должны ценить, любить и уважать других людей, независимо от того, кто они, какие они, зачем они, потому что мы не должны быть выше Бога. Мы не ставим себя выше Вселенной, выше Бога, выше высшего разума. Как хотите, назовите, это ваше личное дело. Но, пожалуйста, значит, если высшие силы дают этому существу жизнь, ценят и уважают, кто мы такие, чтобы относиться к этому существу с меньшим уважением. Значит, наша третья задача – это научиться ценить и уважать другие существа. Сейчас я вам открою, возможно, такую небольшую тайну. Но все, что имеет тело, это живое. Песчинка, она живая. Травинка, она живая. Животное живое. Я не знаю, все, что вокруг себя возьмите, органик, да, все это живое. Не надо пинать камни, не надо, значит, я не знаю, там рвать цветы без надобности, убивать животных тем более. Вот это вот жестокосердечие, его нужно изгнать в следующем году. Потому что следующие 10 лет будут посвящены тому, что из нас будут делать из всех высокоморальных существ. Значит, вот чтобы не нарваться на все неприятности, которых у Вселенной очень много в качестве воспитательных мер, мы с вами должны освоить маленькое такое как бы упражнение. Прежде чем на кого-то что-то там понедовольствоваться, что-то от кого-то потребовать, как-то что-то в этой жизни там проявить негодование или, не дай бог, насилие к кому-то, даже если вы захотели пинуть камень, спилить дерево или еще что-то, да, уж не говоря о том, чтобы обидеть там животное, живое существо, там, да, все живое на планете. Значит, мы должны просто спросить, имеем ли мы на это право. Ответ однозначный нет. Иначе мы будем нарываться на кучу неприятностей, а именно воспитательные меры со стороны высших сил. Соответственно, смотрите, вот сказано в прошлом году, когда я спрашивала, посылала запрос, вот пандемия, такое огромное испытание на весь мир. Нам крупно повезло, что это все не вылилось в многомиллионные человеческие жертвы, да. Но, когда я спросила, что мы можем сделать для того, чтобы мы стали лучше, наша жизнь стала лучше, для того, чтобы это все остановилось, да. И первое, что мне сказали, превратите всю землю в один большой цветущий сад. Я такая думаю, нормально. Пандемия, люди миллионами умирают, а мы цветочки бросимся сажать. Но когда я начала дальше об этом расспрашивать, то мне объяснили все очень просто. Любое общение с природой, оно забирает нашу негативную энергию. У вас неприятности, идите в сад, занимайтесь садоводством, цветочек посадите. У вас вы что-то там не согласны с членами вашей семьи, в сад.
Идите посажайте цветочки, пополивайте растения, и они заберут с вас вот это недовольство. То есть наша планета – это наш дом. Деревья, природа – это наши самые большие помощники. Всю нашу отрицательную энергию, все наше зло, все наш негатив, все это заберется туда. Соответственно, как вот Юля очень круто пошутила, что у вас не так, все в сад, всей планетой в сад. И в этом году, кстати, в 2020, я увидела потрясающие результаты того, как работает коллективная мысль на нашей планете. Да? Вот надо в сад превратить. Люди, которые никогда садоводством не занимались, начали делать какие-то невероятные вещи. Они стали сажать какие-то деревья, они стали разводить какие-то растения. Я в этом году вообще как никогда так занялась садом, что у меня никогда в жизни такого сада не было. Настолько все это прекрасно. В результате получилось так, что получилось накопить хорошей энергии. За счет того, что плохое убрали и хорошего набрались. Поэтому в следующем году, помним, значит, да, у нас 3 простые вещи. Первое – позаботиться о развитии себя. Второе – позаботиться о развитии близких нам людей, да, всех, которых мы знаем. И третье – научиться любить и ценить все живое. Это нас приведет к тому, что все мы станем высокоморальными существами. Почему? Потому что мы приходим сюда, на эту планету из вечности, а в вечности все существа настолько высокоморальные, они не лгут, они не выделяют никакой отрицательной энергии, они ее просто не производят, да? У них нет отрицательных чувств. Соответственно, чем ближе мы вот к этому вот своему вечному Я приблизимся, тем лучше будет для нас следующие 10 лет. Не только в следующем 221 году. Но 2021 год, это он как раз и есть первый год очень важный, следующего десятилетия. Поэтому очень важно начать следующее десятилетие правильно. Поэтому работаем, развиваемся, любим друг друга. И дай Бог нам всем, чтобы у нас все получилось. Все. Люблю, целую. Пока-пока.